Подумай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение, спрессованным в годах. Мгновение, спрессованным в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, 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 мгновения. Получив сегодня задание центра, Штирлиц не мог знать, что 6 дней тому назад Сталин, ознакомившись с последними донесениями советских разведчиков, поздно ночью вызвал начальника разведки и сказал ему: выявление любых попыток соглашения фашистов с наиболее агрессивными империалистическими группировками Запада должны рассматриваться вами как задача номер 1. Понятно, товарищ Сталин. Естественно, вы должны отдать себе отчет в том, что главными фигурами этих возможных сепаратных переговорах, скорее всего, будут ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди обманутого им народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, которые на грани падения будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь. Штирлиц не мог знать и не знал об этом. Но, будучи опытным разведчиком, он отлично понимал, что такое задание центра вызвано серьезными сведениями. Что такое задание, какое сегодня получил он, вероятно, получили уже несколько человек, а не он один. Он также понимал, что какие бы сепаратные переговоры сейчас не начались, они не могли изменить ход событий и отношений, сложившихся в результате этой войны. Сила, мужество, наконец, сама победа были на стороне его родины. Но задание получено, и Штирлиц отчетливо понимал всю его сложность. Штирлиц сейчас даже не представлял себе, как к нему подойти. Он только знал, что для того, чтобы выполнить это задание,
надо выйти на самые верха Рейха. На Геринга, Геббельса, Бормана, Гиммлера. Если такие переговоры начались, то они должны были идти от кого-то из этой четверки. От кого? Приступая сейчас к последнему анализу того материала, который он мог собрать за все эти годы, он обязан был взвесить все свои «за» и «против». И ошибиться в анализе ему было нельзя. Кто же? Геринг, Геббельс, Борман, Гиммлер. Кто же? Здравствуйте. Похож. Сколько дней не ели? 3 дня. Работа есть работа. Так, теперь вот что. На чем следует сконцентрировать внимание? На работе пастора в движении пацифистов. Кому и зачем он ездил в Швейцарию, например? Там живет изменник Краузе. Бывший когда-то министром. А главное, меня интересует, как он отнесется к вам как к коммунисту. Это меня крайне интересует. Штандартенфюрер, колонна с заключенными идет. Есть некоторые изменения. Пастора нет дома. Он в кирхе. А что он там делает? Ведь ему запрещено служить. Он играет на органе. На органе? Он играет на органе. Он играет на органе? Там есть подвал? Кажется, есть. Клаус, вы знаете, где кирха? Я все понял. Пошли, нам пора.
Берлин. И побыстрей. Линия жизни у вас длинная, четко обозначена и сулит полное благополучие. Да, полное благополучие. Надо надеяться, что будет дальше еще лучше и светлее. Добрый вечер. Не хотите ли выпить пиво? Нет, благодарю вас. Принесите, пожалуйста, мне коньяку и спички. Здравствуйте, господин Вользен. Добрый день, фрау Заврих. Посидите со мной. Благодарю вас. Господин Вользен, у меня есть идея. Давайте. Да. Если будут меня спрашивать, я пошла играть в шахматы. Габи, если будут звонить, я играю в шахматы. Господин Бодзин, я сегодня, вероятно, вас обыграю. В прошлый раз у вас была такая же мысль. В прошлый раз я была явно не в ударе. Даже Габи это сказала. А где она, кстати? Я ее что-то давно не видел. Ну что вы, сидит, как всегда, тихо, как мышка, в своем углу и стучит свои чудесные статейки. У нас так холодно в доме. Это мой ларнет. Вы знаете, мне кажется, что теперь там одинаково холодно, что зимой, что летом. Это мои бусы, очень старинные бусы. Это еще бусы моей мамы. Да, так особенно холодно в комнате, которую занимает фрау Набель. Эта комната у нас угловая. Это была комната моего старшего сына. Фрау Набель, хозяин просил перепечатать меню. Хорошо, Пауль, я перепечатаю. Хозяин сейчас просил перепечатать. Хорошо, я сейчас перепечатаю. А фрау Набель была знакома с вашим сыном? Нет, что вы. Габи его не знала.
Я пошла. Мы с ней познакомились, знаете, когда разбомбили ее дом. Пауль, слушай вас. Еще, пожалуйста, пью. Да. Сильно? Это что? Мат? Нет, так не пойдет. Вы так не играли, и я так не играла. Ставьте обратно. Вот я свою сюда, вы сюда. Так не надо. Я буду играть в защиту каракан. Только вы не мешайте, пожалуйста. Что вы будете играть? Защиту каракан. Ну, прошу. Все. Может быть, вполне вероятно. Ах, вы сюда? Так. Не выйдет. Информация к размышлению. Геринг. Ветеран гитлеровской партии. Рейхсмаршал. Преемник фюрера. Женат вторым браком. Имеет 2 детей. Образование среднее. Убивайте, убивайте, убивайте. Не думайте о последствиях. Знайте, за всех вас отвечать буду я. Герман Геринг. В 1942 году советская авиация развеяла миф о непобедимости германской авиации. А когда 800 самолетов союзников, прорвав воздушную оборону Люфтваффе, разрушили и сожгли Киль, Гитлер публично кричал на Геринга: «Ни одна вражеская бомба не упадет на Рейх». Кто говорил об этом нации? Кто уверял в этом партию? Профессия вождя – это точное соотнесение обещаний и выполнений, Геринг. А вы обманули нацию. Геринг считался героем-летчиком Первой мировой войны. После Мюнхенского пивного путча он бежал в Италию и вернулся в Берлин лишь после амнистии. Гитлер выдвинул Геринга в Рейхстаг. Надо было завоевывать авторитет в народе. Но увереннее он чувствовал себя с фашистами и с магнатами, которые платили гитлеровцам. После победы нацистов Геринг стал рейхсмаршалом авиации, рейхспрезидентом Рейхстага, рейхспрезидентом Пруссии, рейхсминистром авиации, ответственным за выполнение 4-летнего плана, главным лесничим Германии. Уже в 1935 году среди низового аппарата пошли разговоры. Геринг перестал быть нашим Герингом. Он больше не принимает товарищей по партии. Он заставляет их становиться в очередь на запись в его канцелярии. Он погряз в роскоши. Он перестал общаться с народом. Сначала об этом говорили вполголоса, но когда Геринг построил себе замок Каренхале, где устраивались бесконечные охоты, фюреру пожаловался вождь Трудового фронта Лей. Манера поведения Геринга, сказал он, разлагает нацию. Геббельс добавил: роскошь засасывает, мой фюрер. Надо помочь нашему Герману. И Гитлер отправился в Каренхале. «Оставьте его в покое», — сказал он, поговорив с Герингом. «Лишь один Герман знает, как надо представляться западным дипломатам. Пусть этот замок считается народным достоянием. Будем считать, что Геринг лишь живет здесь». Именно неподалеку от Каренхаля был создан концлагерь,
где с санкций Геринга проводились опыты на больных стариках и детях. «Это угодно нации», — сказал Геринг, посетив этот лагерь смерти. Именно из Каренхаля Геринг отправил приказ уничтожить Гернику. Именно из Каренхаля он отдавал приказы бомбить Барселону, Варшаву, Москву, Ковентри, Белград, Краков, Ленинград. Именно сюда он вернулся после того, как Гитлер впервые подверг его унизительной критике в 1942 году, после налетов союзной авиации. С тех пор он начал сторониться политической деятельности, отошел от старых друзей, редко появлялся на приемах и митингах. Хотя по-прежнему для всех в Рейхе он оставался преемником фюрера, его ближайшим соратником, наций номер 2. Гиммлер однажды сказал Шелленбергу: «Все, Геринг кончился. Гитлер никогда не простит ему бомбежек Германии». Итак, Штирлиц отвел Геринга потому, что рейхсмаршал потерял ту реальную власть, которой он обладал, во-первых, и во-вторых, потому что с санкций Гитлера находился под постоянным наблюдением секретной службы Гиммлера. «Нет, — думал Штирлиц, — в моей борьбе на Геринга ставить нельзя. Он — колосс на глиняных ногах». Да, понял. Кто еще разделял ваши пораженческие настроения? Кто из ваших сослуживцев, подчиненных, помощников? Кто еще? Кто? Ничего, скажешь с меня. Продолжайте допрос. Совершенно секретно. Личное дело Мюллера Генриха, группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА, тайная государственная полиция, гестапо. Характеристика на члена НСДАП с 1939 года Мюллера Генриха, группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА. Истинный ариец. Характер нордически выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин. Связей, порочащих его, не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором. Я не хочу будить вас в злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии совместной борьбе. Но факты говорят о следующем. Первое. Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу Краковской операции. Он был там, когда город по странному стечению обстоятельств остался невредим, хотя должен был взлететь на воздух. Второе. Он занимался исчезнувшим Фау. Фау исчез. Я молю Бога, чтобы он утонул в болотах Междуречья Вислы и Вислоки. Третье.
сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия. И хотя явных провалов нет, но и удач, рывков, ощутимых побед мы тоже не наблюдаем. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сейчас, не дожидаясь, пока нам принесут его дела, опровергли бы мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу. И мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моим внезапно появившимся подозрениям. У меня на него никогда не было никаких сигналов. Ну, а от ошибок и неудач в нашем деле никто не может быть гарантирован. То есть вам кажется, что я сильно ошибаюсь? Да нет, почему же? Конечно, возникшее подозрение нужно проанализировать со всех сторон. Иначе вообще зачем держать мой аппарат? Нас всех тогда можно назвать бездельниками, уклоняющимися от фронта. У вас больше никаких нет фактов? Что вам сказать? Я даже не знаю, что вам сказать. Я просил несколько дней записывать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я, безусловно, верю, открыто говорят друг другу о трагизме положения, тупости наших военных, кретинизме Риббентропа, о болване Геринге и о том страшном, что нас ждет всех, если русские ворвутся в Берлин. А Штирлиц отвечает: ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально. Любовь к родине и фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе. Я спросил себя, а не болван ли он? У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Тогда почему же он не искренен? Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. Я спросил себя, а вернется ли он оттуда? И если вернется, то не свяжется ли он там с нейтралами, оппозиционерами и иными негодяями? И я не мог себе ответить точно, ни в положительном, ни в отрицательном аспекте. Да. Сначала вы сами посмотрите его досье, или сразу я возьму? Возьмите сразу вы. Я сейчас должен ехать к фюреру. Вы много пили? Совсем не пил. А почему у вас глаза красные? Я не спал. Было много работы по Праге. Наши люди там повисли на хвосте у подпольных групп. Вообще там будет интересно в ближайшие недели. Крюгер вам
окажет поддержку. Он отличный службист, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку. Это вас бодрит. Нет, я от коньяка, наоборот, совею. Люблю водку. От этого не осовеете. Просит. Этот особняк – конспиративная квартира. В свое время через подставных лиц была сделана купчая, и некий Бользен, главный инженер химического народного предприятия имени Роберта Лия, получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паёк. Бользеном был штандартенфюрер СС Штирлиц. Сегодня он приехал сюда, чтобы встретиться тут со своим агентом Клаусом. Информация к размышлению. Геббельс. Ветеран гитлеровской партии. Рейхсминистр пропаганды. Обергруппенфюрер СС. Гауляйтер Берлина. Создатель новой морали Третьего рейха. Женат. Имеет 6 детей. Образование среднее. Вы должны быть грубыми и безжалостными, когда речь идет о тех, против кого мы воюем и кого мы обрекаем на тотальное уничтожение. В ваших сердцах не имеет права шевельнуться жалость к славянину, еврею, французу. Помните, вы будущие хозяева мира. Геббельс. Руководитель берлинской организации нацистов, шеф прессы, пропаганды и культуры Йозеф Геббельс был известен в Рейхе как оратор, стратег политической борьбы, инициатор изгнания из Германии Томаса Манна, Альберта Эйнштейна, Бертольта Брехта, Анны Зеллерс. По его приказу был убит замечательный публицист фон Осетский. С его санкций были казнены лучшие немецкие журналисты, коммунисты и социал-демократы. Неистовый наций, так называли Геббельса в партии. Впрочем, аппарат рейхсфюрера Гиммлера в своих секретных донесениях именовал рейхсминистра иначе. Он проходил под кодированным обозначением «Бабельсбергский бычок». Несколько раз секретные агенты гестапо засекали рейхсминистра в будуарах актрис в Бабельсберге во время ночных оргий. Но скандал разразился, когда стало известно об увлечении Геббельса чешской актрисой Лидой Бааровой. Геббельс был вызван в партийную канцелярию и в течение 4 часов был вынужден давать унизительные объяснения о его связи с неполноценной славянкой. Вскоре после этих событий, которые чуть было не стоили Геббельсу карьеры, Штирлиц увидел рейхсминистра на книжной ярмарке. Он помнил руки Геббельса. Он помнил, как бережно Геббельс обращался с книгой избранных речей Геббельса. Той же ночью по приказу Геббельса были сожжены книги Маркса, Энгельса, Гегеля, Канта, Гейне, Манна, Толстого, Ролана, Горького, Брехта, Зеггерс и многих других. Рейхсминистр продолжал искупать свои грехи перед новой моралью Третьего рейха. «Я, как и все мы, докажу фюреру свою верность, готовностью отдать за него кровь, всю до единой капли», — сказал он тогда. Гитлер простил его лишь в день покушения, когда Геббельс, единственный, кто оставался в Берлине из гитлеровских бонс, блокировал мятежных генералов и принял участие в их расстреле. Именно по его приказу в Берлине были проведены массовые аресты. Людей в те дни казнили сотнями, без суда и следствия. Фюрер наградил Геббельса, назначил его гауляйтером Берлина и стал поручать поездки на самые угрожающие участки фронта,
где оборону держали фольксштурмисты и мальчики из Гитлер-Югенда. И, наконец, фюрер приехал в январе 1945 года на день рождения в дом Геббельса. В тот день Геббельс сказал жене: «С фюрером я восстану из пепла, с фюрером я погибну. Третьего не дано». Геббельс был отведен Штирлицем как возможная кандидатура для переговоров с Западом, во-первых, потому что он был в свое время скомпрометирован и отстранен Гитлером от политической власти, а это не забывается ни противниками, ни соратниками. Во-вторых, он не имел связи с армией и тайной полицией. А с государственным деятелем, который не подтвержден реальной силой, за стол переговоров никто не сядет. И, наконец, он фанатично предан Гитлеру. Лондон. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Гленна Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале Главного управления имперской безопасности. Особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных. Итак, Геринг и Геббельс исключаются. Борман или Гиммлер? Борман или Гиммлер? Кто же? Слушаю вас, господин Пользин. Пауль, вот что. Сегодня можете поехать в город к детям. Вернетесь завтра к 6 утра. И если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе. Самый крепкий, какой только сможете. Хорошо, господин Пользин. Вы свободны. Штирлиц ждал своего агента. Агента звали Клаус. Его завербовали 2 года назад. Он сам шел на вербовку. Бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой.
А вот тут мы с вами расходимся. Вы так убежденно уверяете меня, что человек произошел от обезьяны, как будто вы видели эту обезьяну, и она вам тут шепнула на ухо. Ну, а разве Бог шепнул вам на ухо, что Он создал человека? А существование Божье недоказуемо, в это можно только верить. Вот вы верите в обезьяну, я в Бога. Нет. Я верю не в обезьяну, я верю в человека. Который произошел от обезьяны. Да, да. Он что, вас там кормил? Откуда вы, собственно? Вы верите в обезьяну в человеке, а я в Бога, который в каждом человеке. В каждом? Ну, а где же он в фюрере? Где же он в Гиммлере? Ну, как я его подцепил? Хорошо. Ну что ж вы не отвечаете на мой вопрос? Где же он в фюрере? Где же он в Гиммлере? Трудный вопрос. Ну, я вижу, вам не повезло с сокамерниками. А у нас были дискуссии поразительные. Вы знаете, пастор, я получил образование в тюрьме. Честное слово. И у нас в камерах легких вопросов не задавали. Со мной в камере сидели жулики. С ними, знаете ли, не подискуссируешь. Я вижу, вы соскучились по дискуссиям. Как вам сказать? Спасибо. Спасибо. Ну как? Вкусно. Очень вкусно. Большое спасибо. А это что? А это что такое? Это дети моего органиста. Близнецы. Он там их учит музыке. Вообще-то не положено, но я им разрешил. Один врет. Людвиг. Когда поменьше роста. Прекрасно. Прекрасно. Ну и все-таки, как же мой вопрос? А вот как. Мы ведь с вами говорим о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев, и в Гитлере, и в Гиммлере, можно найти следы, так сказать, падшего ангела. Ведь вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, насилия, лжи, что в них-то человеческого, по сути дела, ничего не осталось. И все-таки, пастор, вы уклоняетесь от точных ответов. Вы знаете, вот эта привычка и умение отклоняться от точных ответов однажды оттолкнул меня от церкви. Погодите-ка, а ведь из лагеря-то вы прибежали в церковь. Правда. Но и все-таки и здесь я чувствую свою правоту.
Потому что если бы я был сын Божий, зачем мне бежать из лагеря? Ну, я бы и умер там, в лагере, подставив другую щеку. Что значит подставив другую щеку? Вы же проецируете библейскую притчу на реальную машину нацистского государства. Вы подумайте, притча о совести человеческой и нацизме. Машина, которая в принципе своем лишена совести. Ну, я не знаю, ну, с камнем на дороге или со стеной, на которой вы натолкнулись. Вы же не будете общаться как с существом себе подобным. Прекрасно. Вы знаете, пастор, вам бы в Рим, трибуном. Но и здесь я вас ловлю за руку. Да. Значит, по-вашему, обличать в человеке низменное, ужасное возможно? Безусловно. Но не врожденное, а привнесенное. Прекрасно. Так вот, до ареста я был журналистом, я вам об этом рассказывал. И вот мои корреспонденции запрещали нацисты и церковь одновременно. Что касается церкви, она, очевидно, была против вас, потому что вы неверно трактовали человека. Слишком жесток, что ли? Нет, а я не трактовал человека. Я показывал мир воров и проституток. Так вот, гитлеровцы считали это клеветой на высшую расу, а церковь клеветой на человека. Я не боюсь правды. Боитесь? Ну, хорошо, не вы. Так ваши коллеги. Я показывал несчастных, падших, которые стремились попасть в церковь. Но церковь их отталкивала, потому что паства не хотела принимать в храмах падших. А пастырь никогда не шел против паствы. Пастырю трудно идти против паствы. Но и идти за паствой тоже ему не следует. Я ведь не осуждаю вас за правду. Я расхожусь с вами в прогнозе на будущее человека. Вы в своих рассуждениях больше не пастырь, а политик. А вы видите во мне политика, но что вы в каждом человеке видите только политику. Серьезно. Но это так же, как, скажем, в логарифмической линейке увидеть только предмет для забивания гвоздей. Потом вы очень волнуетесь, когда вы спорите. Вот не надо, вы же у друга. Да нет. Я волнуюсь не из-за спора. Видите ли, я хотел бы наладить связь с товарищами. Но вот только я не знаю. Вы... Ну, договаривайте, договаривайте. Раз уж я спас вас от погони, я же помогу вам найти ваших товарищей. Но вы еще слишком слабы. Вы еще не готовы к вашей борьбе. Такого я вас не могу отпустить. Наберитесь сил. С куревом у пастора было плохо. Да, я измучился там без табака. Старичок говорун. И мне просто хотелось повеситься без курева. А откуда вы, собственно? Когда вы курите, вы начинаете несколько подкашливать. Не замечали? Разве? Нет, не замечал. Ну, значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь. Да. Он сделает для меня все, что угодно. Собственно, то, что он укрывал у себя беглеца из концлагеря, уже говорит о его отношении к режиму. А? Больше всего я люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно, видеть, как человек идет на гибель. Иногда мне хотелось крикнуть иному. Куда, дурашка, стой. У вас нет рыбных консервов. Вы знаете, я просто с ума схожу без рыбы. Фосфор, знаете ли, требует нервные клетки. Я достану вам хороших рыбных консервов. Каких вы хотите? Я люблю в масле. Я понимаю. Какого производства? Нашего или... Или. Пусть это не патриотично, но я предпочитаю продукты и питье, сделанные в Америке или во Франции. Я достану вам ящик настоящих французских сардин.
Спасибо. Они в оливковом масле, очень пряные, масса фосфора. Вы знаете, я вчера посмотрел ваше досье. Дорого бы я заплатил, чтобы взглянуть в него хотя бы одним глазом. Это не так интересно, как кажется. Когда вы смеетесь, разговариваете, жалуетесь на боль в печени, это впечатляет, если учесть, что до этого вы провели головоломную операцию. А в вашем досье скучно. Рапорты, донесения, все смешалось. Ваши доносы, доносы на вас. Нет, это не интересно. Занятно другое. Я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе, было арестовано 97 человек. И все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали. А зачем мне говорить об этом? Не знаю. Пытаюсь анализировать, что ли. Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали? Черт его поймет. Вероятно, я чувствовал себя сильным, вступая с ними в единоборство. Меня увлекала схватка. Ну, а что с ними было потом, не знаю. Ну, а что будет потом с нами, со всеми? Тоже верно. После нас хоть потоп. И потом наши люди, это же трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то эти годы пользовался полной духовной свободой. Скажите, кто приходил вчера вечером к пастору? Никто. Около 9. Да нет, вы ошибаетесь. Во всяком случае, от вас никто не приходил. Я там был совершенно один. А вы что, следили за его домом? Конечно. Вчера никто не приходил. А вот позавчера приходила его сестра. Ой, он ее так любит. И узнает ее по звуку шагов. У него есть сестра? Да, сестра и 2 племянников. Он их обожает. А ее узнает по звуку шагов. Вот достаточно ей открыть дверь. Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас? Я, как известно, не работаю в холостую. Конечно, будет. А вообще я чувствую в себе призвание оппозиционера. Трибуна, вождя. Я подавляю людей своим напором. Логикой мышления. А этот пастор очень опасный человек. Вы так думаете? Почему? И кто-то совершил большую ошибку, выпустив его. Возможно. Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле. Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире. Потому что после вам предстоит серьезная работа. Причем не по моей части. Возьмите в серой папке лист бумаги и пишите следующее. Штандартенфюрер, я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше не могу. Я хочу отдыха. Все, Клаус.
А зачем это? Я думаю, вам не помешает на недельку съездить в Инсбрук. Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого официального письма я не смогу отбить для вас неделю счастья. Иначе меня обвинят в либерализме к любимчикам. Спасибо. Только денег-то у меня много. Ну, лишнее не помешает? Или помешает? Вообще-то не помешает. Говорят, теперь дорого лечится грипп. Вспомните еще раз. Вас никто не видел у пастора? Вспоминать нечего, никто. Это письмо мы опустим по дороге на вашу новую квартиру. Вот, возьмите конверт. И набросайте еще одно пастору, чтобы не было подозрений. Его попробуйте написать сами, я не буду вам мешать. Заварю еще кофе. Читаю третий вариант. Честность подразумевает действие. Честность подразумевает действие, вера зиждется на борьбе. Поэтому я не могу простить себе бездействие. Бездействие хуже предательства. Я ухожу, чтобы продолжить борьбу. Клаус. Ну как? Лихо. Скажите, вы не пробовали сочинять? Нет. Если бы я умел сочинять, разве я стал бы? Продолжайте. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать, умей вы сочинять, разве бы вы работали на нас? Ну, что-то в этом роде.
Не что-то в этом роде, а именно это вы хотели сказать. Нет? Да. Молодец. Со мной вам какой резон быть неискренним? Никакого нет резона. Допивайте свой коньяк и тронемся. Уже светает. Скоро, видимо, опять прилетят. Квартира далеко? В лесу, километров 10. Там тихо, отоспитесь как следует. Скажите, Клаус, а вот о министре Краузе, о бывшем министре Краузе, он молчал? Молчал. Я там написал об этом в отчете. Сразу замыкался в себе. Ну, а жать на него я боялся. Правильно делали. И о Швейцарии он молчал? Наглухо. Ладно, подберемся с другого края. Конечно. Важно, что он согласился помогать мне. Ай да пастор. Красота. Как пахнет, а? Ах, изумительно. Сейчас обложусь книгами и буду читать всласть. Книги помогают мне готовиться к работе. Вы любите читать? Люблю. Я тоже. Очень я люблю читать. Хорошая книга делает человека умнее, острее, я бы даже сказал, сложнее. Ох, какое прекрасное место. Хорошо пахнет прелью. Почему-то все приговоренные к смерти, с которыми мне пришлось сидеть перед казнью, любили мне исповедоваться в любви к природе. И вы знаете, находили для этого великолепные слова. Я бы сказал, поразительные слова. Вы знаете, что даже Thank you.